Приветствую вас на канале Техревизор. Вы уже наверняка знаете, какой приблизительно корпус нужен для вашего ПК. Ну хотя бы с форм-фактором и вместимостью плюс-минус ориентируйтесь. Остальное я вам подскажу. Дизайн, продуваемость, порты, качество материала и все остальные детали. Предлагаю вам рассмотреть модели из этого рейтинга. Так вам не нужно будет тратить время на изучение рынка и выкладывать деньги за совсем фуфлыжные варианты. Бюджетный сегмент он ведь такой, с подковыркой и кучей подводных камней. Но я все-таки отобрал 7 хороших вариантов под разные требования с главным критерием – ценник до 5000 рублей. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Седьмую позицию я решил отдать корпусу Zalman N5OF. Не самый бюджетный корпус, но за сумму около 3,5-4 тысяч рублей владелец получает очень вместительный бокс форм-фактора MIDI Tower под полноценную сборку с большой видеокартой, вентиляторами и с водянкой при необходимости. В него легко ставится любая видеокарта длиной до 365 мм и кулер высотой в 158 мм. Поэтому сюда влезут даже трехвинтовые видяхи с любым стандартным кулером для процессора. С накопителями тоже проблем не будет. Есть 4 отдела под SSD и 2 под HDD. Так что местом можно запастись надолго. Кстати, из особенного — место под 5-дюймовый оптический привод. Заметил, что есть еще люди, нуждающиеся в этом. Но сейчас маловато таких корпусов на рынке, а Zalman N5OF — один из них. Охлаждать все это дело могут вентиляторы, которые идут в комплекте. Их тут 3 штуки диаметром 120 мм. Простенькие, не самые тихие, но тем не менее не придется дополнительно докупать винты и тратить лишние 1500-2000 рублей. Кстати, они еще подсвечиваются белым цветом. Так корпус хотя бы немного обретает современный вид. Помимо комплектных винтов, сверху можно поставить еще 2 по 120 или 140 мм и снизу 2 на 120. Водянка поддерживается, но наперед трехсекционка не помещается. Также можно регулировать количество совершаемых оборотов вручную кнопкой на передней панели. На ней еще присутствуют 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 и разъемы под микрофон с наушниками. В целом базовые интерфейсы. Из недостатков тонкий металл, легко прогибается. И сбоку окно пластиковое, тоже царапается и легко повреждается. Так что нужно быть осторожным во время сборки. На 6-е место я решил поставить вот такой Aerocool CS107 ABK V1. Он самый бюджетный в рейтинге, что-то около 2000 рублей выходит. Конкретно эта модель подходит для легкой недорогой сборки, возможно даже без полноценной видеокарты. Конечно, сюда помещается какая-нибудь видюха длиной до 286 см на 2 винта. Но посмотрите сами, это компактный мини-тауэр корпус, который больше подходит под лайтовую офисную или домашнюю сборку, где дискретная видеокарта вообще не всегда присутствует. Обычно ограничиваются процессором со встроенной графикой. Но тем не менее, вентиляция все равно должна быть приличной, поэтому на процессор легко ставится кулек высотой до 157 мм, плюс есть возможность установить двухсекционную водянку. Но думаю, водянка мало кого интересует в случае с этим корпусом. А вот на обычные вентиляторы тут особо тратиться не придется. В общей сумме в корпус ставится 3 штуки на 120 или 140 мм. Один из них идет в комплекте. А там, может быть, вам и этого одного хватит. Тут уже все зависит от самой сборки. Если вы собираетесь ставить процессор погорячее, память слегка подразогнанную, то явно одним не ограничишься. Хотя в любом случае передок у корпуса полностью в сетке, ничего не мешает забору воздуха. Поэтому что для лайтового железа, что для раскочегаренного, тут можно организовать хорошее охлаждение и температуры. Единственный минус – качество исполнения самого корпуса. Тонкий металл, вот прям реально тонкий, гнется проще простого. Внутри крепления для накопителей тоже хрупкие. Боковое окно из акрила. Ну а что вы хотели от корпуса за пару тысяч? Зато выглядит неплохо. На 5-м месте First Player Miku Mi 2A. Еще один симпатичный вариант для любителей аквариумов с подсветкой железа внутри. Скажу сразу, боковые панели стеклянные, то есть тут уже точно не будет никаких проблем с помутнением пластика и царапками после протирания пыли. Соответственно, и внешний вид сборки воспринимается совсем по-другому.
По крайней мере, под стол ставить такой корпус точно не хочется. Да и металл тут покрепче. За счет него и того же стекла корпус ощущается сбитым, монолитным. Особенно на фоне прошлых двух участников. Конечно, такая красота требует жертв. В нашем случае жертвой стала вентиляция. Не скажу, что корпус совсем не продуваемый, но стекло спереди воздушного потока не добавляет. Благо, в нижней части панели с сеткой, поэтому охлаждение железа и полноценную циркуляцию воздуха никто не отменял. Тем более, что тут можно установить хоть водянку, хоть сразу 5 вентиляторов. Правда, в комплекте ни одного. Но, тем не менее, потратив дополнительные 1002 рублей, можно взять классный вариант с тихим подшипником, подсветкой и хорошей эффективностью. С продуваемостью и дизайном все понятно. Теперь по наполнению. Как видите, корпус тоже компактный, мини-тауэр, но в него отлично становится видяха длиной до 310 мм и кулер для процессора высотой до 165 мм. То есть, по сути, только материнскую плату подобрать micro ATX и все хорошо станет. Единственное, за счет этого под накопители места остается маловато. Всего один для SSD и один для HDD. Да и с кабель-менеджментом придется повозиться, чтобы красиво убрать тот же провод от видеокарты. Но в целом, если этот корпус вам понравился, можете рассмотреть схожий вариант. First Player Mikumi 7A в формате MIDI Tower. У него места больше и под видюху, и под кулер, и под накопители, и под кабели. Даже 3 винта в комплекте идет. Четвертая строчка за XPG Velar Mesh. Довольно-таки стильная модель в белом цвете для строгой рабочей сборки или, если добавить RGB вертушек, для игровой. Уточню сразу, вертушки точно придется докупать самостоятельно, так как тут в комплекте нет ни одной. Всего можно установить 6 штук, 2 из которых на 140 мм. Поддерживается и система водяного охлаждения, можно ставить даже трехсекционную SGO. При этом хорошо помещается видеокарта, под нее выделили до 335 мм в длину. Кулер же, как обычно, высотой приблизительно до 166 мм. Места достаточно, все удобно устанавливается без лишних свистоплясок. Под накопители тоже разъемов хватает. Можно прикрутить хоть 3 SSD, хоть 2 HDD. Ничего друг другу мешать не будет. Все-таки MIDI Tower. Тут и под кабель менеджмент место с запасом, и под все комплектующие тоже. То есть не будет такого, что у вас не поместилась бы видеокарта. Только разве что при неправильной компоновке вентиляторов или радиатора водянки. Но все поправимо, все можно сделать как надо. С вентиляцией у корпуса проблем нет. Воздух спереди затягивается без преград за счет сетки, и блоку питания хорошо работать с холодным воздухом в нижнем положении вообще отдельно от всего железа. По материалам. У этого XPG металл слегка потолще. Вот так, конечно, не скажу, что листы у него миллиметровые, но корпус ощущается не таким хлипким. Да и стеклянное боковое окно жесткости добавляет. Единственное, резьба слабенькая под винтики, поэтому с ней поаккуратнее при сборке, лишний раз не перетягивайте. Тройку лучших открывает Ginzu GL200. Один из самых вместительных корпусов в моем рейтинге. Здесь предусмотрено место под видеокарту длиной до 390 мм, то есть еще нужно поискать такую видюху, которая бы сюда не влезла. Не хватает только возможности установить карту вертикально, но это редко кому интересно, поэтому фатальным минусом не считаю. Кулек же ставится, как и у всех, до 168 мм в высоту. Под SSD есть 2 посадочных места, под HDD 3. В этом плане в принципе все стандартно, как для MIDI Tower. А вот под вентиляторы выделили столько, чтобы точно мало не показалось. Сюда при желании можно поставить хоть 9 120 мм вертушек и получить такую продуваемость, которая даже лютые зоны обеспечивает хорошими рабочими температурами. Водянка тоже ставится, для ее укладки и радиатора места хватает. При этом есть пылевые фильтры на верхней и нижней панели. Конечно, это вообще не редкость даже в бюджетных корпусах. Но хотя бы такой мелочью попытались компенсировать нулевое количество вентиляторов в комплекте. Да, опять все докупать самому. Момент спорный, для кого плюс, для кого-то минус. Но тут решайте сами. По крайней мере, если этот корпус вас полностью устраивает по дизайну, качеству, вместимости и обдуву, то отказываться от покупки из-за одних лишь вентиляторов не стоит. По металлу тут ситуация спорная. XPG сделал внешние панели тоньше внутренних, но при сборке особых проблем не возникает. Резьба не срывается, корпус не гнется. Еще и стеклянное окно на петлях легко открывается. Но вот если что-то уронить на корпус или нечаянно ударить ногой, можно и повредить немного.
На второе место я решил поставить Jonesbo C6. Этот корпус, как по мне, идеален для мини-тауэр сборки в бюджете до 5000 рублей. Он сам по себе, видите, какой приятный и милый кубик. Причем выглядит довольно солидно за счет отсутствия стеклянной боковины и подсветки. Корпус хорош не только внешней, но и внутренней организацией. Так в этом малыше спокойно становится микро-ATX плата и блок питания форм-фактора ATX. То есть никаких танцев с бубнами, подбором ITX материнки и SFX BP. Сюда также легко ставится хоть сразу 4 винчестера и 2 SSD. Вот это действительно удивляет. При этом остается достаточно места для организации кабель-менеджмента и до установки видеокарты водяного охлаждения. Но тем не менее, все равно пространство внутри ограничено. Так сюда помещается небольшая видюха длиной до 255 мм. То есть какую-нибудь на 1-2 винта можно поместить. А вот под кулер для проца выделили всего 75 мм высоты. Поэтому тут придется поискать подходящий вариант. В целом, я бы не рекомендовал этот корпус для горячинной сборки с разогнанным процессором, оперативкой и в некоторых случаях даже с видеокартой. Все-таки, если все вместе нагромоздить, внутри корпуса останется совсем немного места для вентиляции и обдува комплектующих. Хотя некоторые пользователи умудряются все расположить так, чтобы температуры были в адеквате. Тут важен опыт. И тем не менее, даже для первой сборки, например, без видеокарты, тут ничего сложного. Хватит места для всех комплектующих. На первом месте PowerCase Mistral X4 Mesh. Модель более распространенного форм-фактора MIDI Tower. В первую очередь он мне понравился качеством металла. Добротный, плотный материал, который сразу вселяет доверие. И крепления хорошие, и салазки под накопители, и корзина, и комплектные болтики. Важное уточнение, именно хорошие. То есть в прошлых сборках все такие мелкие детали явно имели недостатки. В этом же корпусе чувствуется, что уделили больше внимания. В целом, это большой стандартный корпус MIDI Tower со всеми вытекающими. ATX материнка, кулер до 160 мм и видеокарта до 310. Все везде помещается, проблем нет. С вентиляцией воздуха тоже тут все хорошо. Все-таки у него места побольше, чем у прошлого Jonesbo. Устанавливается до 6 винтов. И весь кайф кроется в том, что в комплекте с корпусом вам поставляется еще и 4 RGB вертушки. То есть можно смело устанавливать 3 штуки на вдув вперед, одну на выдув назад, и получится оптимальное решение для большинства сборок. Неважно, офисная или игровая, из комплектующих среднего уровня. Конечно, к топовым железкам, возможно, придется подключить водянку, но и такая возможность есть, поэтому переживать здесь не за что. Ну и самое главное – внешний вид. При включенных вентиляторах и подсветке других элементов получается довольно яркая гирлянда. Хотя, если вы не любитель подобных новогодних елок, всегда можно отключить лишние огни и продолжить работать с серьезным лицом. Поэтому PowerCase – универсальный вариант, который подойдет под ПК разного сегмента, не требуя особенных знаний по сборке. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.